Ты заболел? Всем доброе утро. Говорю не очень громко. У меня еще все спят, раннее утро. Я готовлю завтрак. Ну, завтрак я готовлю для своей птицы. Дело в том, что петухи у нас заболели. Их нужно лечить. А так как у них болят гортани, им нужно мягкий корм. Значит, я ложу сюда яйцо, творог и вот так овсяная хлопья. С вечера заливаю горячей водой. Так. Одна капсула омепразола. Хорошо перемешиваем. Воду они пьют плохо. Воду мы ложим в другой препарат. Поэтому нужно еще омепразол. Так, дальше. Это у нас овсянка. Овсяные хлопья я залила горячей водой с вечера. Нужно же беречь куриные желудки тоже. Так как вечером на ночную мешанку мы будем давать картошку вареную, сейчас перейти можно хлопья. Что я сюда еще буду добавлять? Я сейчас сюда порежу еще свежий лук, совсем чуть-чуть. И у меня есть сухая крапива. Итак, я добавила сухую крапиву и лучок. Сейчас перемешаю и пойдем к сырам. Мои джентльмены завтракают овсянкой. Некоторые прям с миски. Сейчас они будут все чумазые. Мои петухи позавтракали той мешанкой, которую я принесла. Они меня начинают радовать. Они начали уже немножко вот подкрикивать. Еще не так, чтобы вот во всю горло, но уже кричат. Значит, что с ними было? 3 дня назад я утром проснулась и слышу, что чего-то прям радует. Чего-то мне не хватает. Петухи мои молчат и не кричат вообще. Я захожу в курятник, они все хрипят. У них забиты все носопырки, клювы открыты, то есть куры дышат плохо. От чего это было? У нас такое, они подкашливали, сопели, а мы недавно, вот неделю назад, мы привезли молодняк. Вместо того, чтобы его отсадить отдельно, мы посадили вместе с петухами. Петухи их приняли нормально, они их не били, ничего, но петухи наши получили инфекцию от молодняка. Молодняк не сопит, с ними все нормально, а эти подзаболели. Поэтому мы поехали, съездили в клинику, нам дали лекарства. Ох, умничка. И мы их начали лечить. Так как они перестали вообще есть и пить, поэтому мы отлавливали каждого петуха, заливали ему лекарства, чистили, извините, носы. Короче, вытирали курам сопли. Заливали все это, брызгивали. И сейчас я еще покажу, что я взяла какой препарат для обработки помещения, где они находятся. Вот так нам расфасовали лекарства по дням. Его нужно разбавить на порошок в 5 литрах воды. Он становится желтенький. Воду я отстаиваю на ночь. И вот поилку меняю. Попробую поставить пластиковую, камешек на дно. Почему-то препарат краснеет. Но сегодня я заеду в аптеку, узнаю. Ну, в клинику. Это тот молодняк, который мы привезли. Они тоже получили свою мешанку.
Летают. Вроде ничего. Значит, петуха мы с ними оставили. Он себя нормально чувствует. Поет. Следит за ними. Но кто-то из них тоже понос. Тоже нужно левомицетин давать. Ну, сейчас амипрозол пусть поклюют. Пока на улицу не выпускаем, еще утром холодно. Вот такое вот средство я взяла в ветаптеке для дезинфекции. Взяла для дезинфекции воздуха. Это антисептик. Это ветеринарный. Называется он монклавид. Он содержит йод. Орошаем курятник. Курочки дышат этим всем. Ну, теплицей тоже пожертвовала. В теплице тоже орошаю. Немного, но тоже петушки получают. И ругается. Это вот так. Так, немного. Тут у нас еще одна клетка. Отщепенцы сидят. Те, которые дерутся все время. Но с цицаркой живут мирно. Значит, почему я решила, что именно молодняк привез инфекцию? Потому что эти не контактировали с молодняком. Тут у нас два старых петушка, не видно их. И чувствуют себя вообще замечательно. Одного мы отсюда петуха отдали в другую стаю. Здесь они у нас тоже поют, но сейчас им некогда. Поэтому они с утра получили просто зерносмесь. Да. Завтракают. Сейчас поменяю свежую водичку. Воду мы меняем каждый день. Итак, вечерний рацион корм. У них будет мижанка на ночь. Значит, овощи. Свекла, картофель сваренная. Макуха запаренная. И свежие овощи. Здесь капуста, редис. Тоже все перебитое. И я добавлю еще вот такой комплексный витамин. Это будет ужин. Так, я пришла в курятник. Ну как курятник? Это теплица. Это у нас изолятор. Значит, зерно они не доели. Я в мешанку зерно не ложила. Отсутствием аппетита не страдаем. Отходите. Так, сейчас будем ужинать. Видите, еще чиркают некоторые. Ну так вот, более-менее весело. Да, красавчик? Красавчик. Хороший, Петя. Хороший. Но вот этот еще больноватый. Смотрите, вот у него гребень вроде ничего, а ножки, видите, не желтые. Те, которые петушки уже начали выздоравливать, которые не сильно были больные, у них ножки желтые. А вот этот с белыми ножками, этот еще с белыми ножками. Так, и еще один есть. 3 штуки у меня было. Ага. Вот этот. Но у него вроде как ножки начали желтеть. Ну вот как-то так. Потихоньку выздоравливают. Да, мальчики? Ну все, буду кормить.